Так, подождите. Не все сразу. А как же сюжет? Ну-ка, по местам. В 124 километрах к северо-западу от Омска по трассе Р-402 на востоке Ишимской равнины на реке Тюкалка расположен город Тюкала. Численностью населения 10 тысяч человек. В этот город мы сегодня с вами и отправляемся. Так как выпуск готовился ко дню рождения Владимира Ленина, мы отправились туда в апреле. Пейзажи не такие красочные, так как еще нет листвы и травы, но мы все равно поснимали с дрона и даже засняли пожары, бушующие в эти дни в Омской области. Дым стоит везде, а где-то и вовсе огонь полыхал прямо вдоль трассы. Поснимав пожары, мы опустили дрона и отправились дальше. И наконец мы доехали до места. Вот так вот лес, вон там мы припарковались. Лес изнутри, сосны друг к другу где-то метра 2-1,5 высажены. И вот так вот выглядит все по линеечке. Это мы сейчас находимся в крайней букве М. Ну, вообще лес изнутри, конечно, запущенный. Все, ну, частично в мусоре. Сейчас конец, середина апреля. Еще снег лежит. Вот такая красота. Маша боится, звуки какие-то. Да пошли, это эти хулиганы. Ну вот такое видеть в заповедных местах, конечно, вообще ужас. Просто как будто сюда кто-то просто мусор вывозит и выбрасывает. Геоглиф появился в 1970 году, в честь столетия со дня рождения Владимира Ленина. Такая практика широко использовалась во времена СССР, когда различные призывы и лозунги составляли из деревьев и кустарников. Надпись «Ленин» есть не только в Омске, но и в других областях России и странах бывшего СССР. Размер зеленого памятника 280 метров в длину и 60 метров в высоту. Ширина каждой буквы примерно 12 метров. Надпись хорошо читается с высоты птичьего полета. Сегодня мы с вами взлетим на 500 метров и посмотрим, как он выглядит. Решение о создании геоглифа к юбилею Ленина принималось на партийном собрании работников местного лесного хозяйства. Помогали осуществить задуманное студенты Тюкалинского сельскохозяйственного техникума. Вместе с ним высаживали деревья старшеклассники и местные жители. По словам представителей регионального лесного хозяйства, за сохранностью зеленых памятников Ленину и по сей день следят специалисты. Всего на территории России числится не менее 20 подобных лесных сооружений, посвященных первому руководителю советского государства. Во времена СССР в нашей стране, как рассказывают историки, составление различных лозунгов и призывов из посаженных деревьев и кустарников получило широкое распространение. Немногие знают, что в Омской области есть и другие геоглифы. А какие знаете вы и в каких регионах они располагаются? Напишите, пожалуйста, в комментариях к видео. Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской Рабочей и Крестьянской Республике за то,
что она свергла власть помещиков и капиталистов и дала тем пример для всех народов Земли. Капиталисты Англии, Франции и Америки помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, с Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывать. Сильный ветер у нас. Ну и Очень бэкстейдж. сильный. Первая поездка не удалась, потому что был сильный ветер и полетать у нас не получалось. На второй поездке, при первой записи видео, мы уронили дрон, зацепившись об дерево, он грохнулся вниз с высоты. Ну и этим все не остановилось. На второй записи вот мы также уронили дрон, но уже с маленькой высоты. Слава богу, все обошлось, дрон цел, так что будем снимать дальше. Камеру уберите. Ну и в конце хочется сказать, есть такие места, которые с виду неприметны, как здесь обычный лес, но если посмотреть на него с нужного ракурса, узнать о нем немного побольше, становится очень интересно. Интересно и приятно от того, что мы там побывали и показали это вам.